Представители знака зодиака Лев. Мои дорогие львы и львицы, здравствуйте. Таро прогноз, гороскоп, события на пороге марта. Давайте узнаем, каковы события с первых недель месяца. 3 главных события. Энергетика же марта призывает нас быть более милосердным, более добрым к своим переживаниям, к собственной душе, к своим планам на жизнь. Позволить себе право ошибаться и идти дальше. Это как квинтэссенция месяца, потому что турбулентны достаточно могут быть энергии марта. И буквально первые дни марта нас могут чем-то воодушевлять, радовать, вдохновлять, зато последующие два подталкивать действовать импульсивно. И это продлится вплоть до дня весеннего равноденствия, которое состоится 20-21 марта. 25 марта будет открываться коридор затмений, и 25-го как раз начинается с лунного затмения в весах. Весы – это южный лунный узел, северный узел, который считается прогрессивным, он находится в знаке Овен. Весы – это у нас большие дипломаты, и нам всем где-то и не хватает этой самой дипломатии, спокойствия в нашем турбулентном мире. Так вот, начинается с лунного затмения в весах, эмоциональный фон, он будет более ровный, а последующий уже месяц, апрель, и 8 апреля мы говорим новолуние и солнечное затмение в Овне. Это будут более импульсивные энергии. И в целом обстановка нас может в апреле где-то как и озадачить или принести в нашу жизнь те неожиданности и метаморфозы, когда мы станем перед не просто выбором, а мы можем быть чем-то удивлены или к чему-то не готовы. Поэтому в марте месяце найти время, чтобы отдохнуть, словно настроиться на то, что жизнь действительно не бывает полностью предсказуема, и я готов к любым неожиданностям. Отчасти это для всех нас будет полезной практикой. Давайте мы для вас, мои дорогие львы и львицы, узнаем, что по мнению карт, какие события с вами произойдут или какие энергии будут преобладать в течение марта месяца. Что придет, а что уйдет. 3 главных события. Позже мы раскроем эти события. Итак, что же придет? Карта импульса по жезлов, есть желание, или, может быть, вы уже с чем-то определитесь в марте месяце, когда я точно знаю, что я хочу осуществить. Хотя карта достаточно мелкая и призывает нас не действовать как раз импульсивно, что придет желание само по себе, да, как или осуществить проект, или, может быть, какие-то возможности у вас появляются. Вы словно видите траекторию своих последующих действий, и вам захочется чем-то конкретным заняться. У кого-то это может быть как личная жизнь или ваше хобби, ваше творчество, направление по вашему виду деятельности. У кого-то могут быть вопросы, связанные с детьми. Так тоже. Но ваша энергия яркая, солнечная, огненная, прекрасная, динамичная карта, но она не говорит о последующих событиях, она не говорит, что это надолго, но в разрезе марта что приходит? Какие-то важные решения вы будете делать, причем в сторону себя самого. Давайте мы посмотрим. Ну, правда, вот так, как я сказала, так оно и есть, что уйдет. Разочарование уходит. Или же ситуация, которая нас прежде ранила, перестает быть как таковой, поскольку мы, отказываясь от эмоций, переводим в разряд опыта. Это тот опыт, который нам где-то будет помогать не наступить еще раз на те же грабли, правда, мои дорогие. По тройке мечей это всегда здоровое равнодушие, когда нас невозможно чем-то зацепить. Нас невозможно заново, может быть, приобщить к тому делу, которое для нас, оно где-то или проигрышно, или затратно по времени, по энергии, но нам не принесет желаемого либо эффекта, либо продолжения какого-то перспективного, или просто вдохновит, или отношения, над которыми вы долгое время думали, что же мне с этим делать, а здесь как будто есть возможность увидеть, что же есть по факту. Самое главное, вам не хочется застревать уже в том, что вас разочаровывало прежде. Может быть, держало словно в тисках, и вы не могли принять важное решение. А здесь оно придет именно потому, что
да мне надоело расстраиваться. Или мне надоели какие-то качели. Правда, у кого-то и так будет. И умение видеть рационально, хладнокровно, вот и дает как раз эта тройка мечей. Это та ситуация сложная, которая случилась прежде. Но все когда-нибудь заканчивается, мои дорогие. Плохое тоже. У кого-то может быть новое знакомство. Я хочу теперь жить по-другому. Я больше не хочу быть в каких-то разочарованиях или в повторении прежнего сценария, мои дорогие. Давайте посмотрим. 3 главных события. Ну точно, ваша энергия. Туз жезлов – это когда вы с чем-то определились. Или, может быть, это предложение, которое к вам поступило, и одновременно это вы обдумали какую-то ситуацию и принимаете, ну, как делаем мы вывод, что теперь я буду уделять внимание именно кому-то или чему-то, когда я определился в намерениях, в целях и ноу-хау. Я теперь знаю дальше наверняка, как мне действовать. Может быть, это и новость, как возможность для вас открывает новые перспективы. Давайте немножко проясним. С учетом пажа жезлов, ваша энергетика взамен вот таких разочарований набирает обороты. Это значит больше оптимизма, больше радости. Давайте мы узнаем, чем дело кончится. Вот по этому тузу жезлов. А вы знаете, вы действительно делаете какой-то выбор. Вот была вот эта дуальность или были сомнения, может быть, по части отношений, может быть, по части работы или зарабатывания денег, мои дорогие. Все-таки жезлы, дела, работа, бизнес и финансы больше не про любовь. Хотя у кого-то это может быть такой, ну, яркий всплеск эмоциональный в отношении конкретного человека. Может быть, прежде была ситуация, когда вы должны были сделать выбор в отношении партнера или определиться для себя самого, буду ли я продолжать какие-то отношения, что бы тут ни было, или ситуация по работе, как я уже сказала, по финансам. Вот из этих 2 жезлов вы оставляете только один. Вот какая-то развилка судьбы для вас совершенно очевидна. Если раньше вы могли словно сами притормозить, может быть, в осуществлении своих проектов или по отношениям тоже остановиться, подумать или подождать, как проявится человек, или прояснится обстановка. А теперь тут уже без каких-либо сомнений вы точно знаете, в каком направлении я буду двигаться, как я хочу видеть свою или какой хочу видеть свою жизнь. Давайте, чем сердце успокоится. Сердце не успокаивается, вас, скорее всего, могут еще прежние отношения, прежние люди, вопросы по работе. Ну, так это вас доставать, можно сказать. Или пытаться вас приобщать как к делу, или пытаться с вами, может быть, люди, произвести какие-то беседы, выяснить отношения. Карта соревнования, 7 жезлов, и по 7 это всегда от нас кому-то что-то либо надо, либо есть воздействие со стороны, 7. То, что мы не можем изменить. И правда, ни обстоятельства, ни людей мы не изменить никогда не сможем. Но мы можем изменить свое отношение. И по 7 жезлов нам говорят, как совет, не включайся во что-то, не включайся эмоционально или не продолжай какую-то историю, в которую ты опять потратишь средства, деньги, энергию, силы, а для тебя это не будет каким-то прогрессом или ты ничего не выяснишь даже, ну, устраивая какие-то сложные диалоги с другим человеком. По этой карте мы отступаем полшага назад, имеем место для маневра, чтобы как раз определить, а надо ли мне продолжать какой-то конфликт или участвовать в каком-то соревновании. Может быть, прежде вы бы как раз захотели на чем-то настаивать. А вот здесь сердце успокаивается тем, что вот это здоровое равнодушие, оно вам дает удивительную силу, как не реагировать, допустим, буквально на обидные слова или наоборот, на какую-то лесть. Вы видите, что кто-то пытается вами манипулировать. Может быть, это в контексте вашей работы, труда, деятельности, или это даже в личной жизни может проиграться. Жезлы, вот из всех жезлов, из сомнений, из какой-то турбулентности, из двойственных ситуаций, мои дорогие львы и львицы, туз жезлов, вы точно определяетесь, вы знаете, что вам нужно делать
и что делать не нужно. Ну и куда предложить, может быть, пойти всем остальным. Но помните, наверное, я, конечно, шучу, здесь вот нейтральная позиция – это ваше как будет сильное качество. Потому что можно застрять, как, повторюсь, кому-то что-то доказывая или даже объясняя, но игра как будто не стоит свеч. Давайте мы карту совет. Да, своим путем, своей дорогой, какое-то продвижение по части зарабатывания денег. Я больше вижу все-таки дела, работа, бизнес и деньги, поскольку рыцарь Пентаклей один из самых медленных рыцарей, который, кстати, хоть и едет медленно, но он ошибок не совершает, потому что внимание к деталям. И, видимо, какой-то проект, либо ваше ремесло, либо творческий проект, либо вы по работе с чем-то определитесь. Может быть, это выглядит где-то как какая-то мелочь или деталь, но она будет означать совершенно другое в последующем: качество жизни, ваши возможности и прогресс сам по себе на долгий период времени. Вот тому, что надежно, как и людям, как и вашему социуму, кто-то может пересмотреть окружение, так и вашему прогрессу нужно уделять внимание, чтобы все строилось с одной стороны на искренности, с другой стороны то, что есть по факту. Не должно быть, вот как я сказала, как и пустых разговоров или доказательств, так и не должно быть иллюзий через лесть, например. Такое может быть. Сильная позиция у вас, мои дорогие, получается в течение марта. А, наверное, потому что не хочется обманываться. Второе событие. Ну, тут вам словно пространство подыгрывает колесо фортуны. В этой колоде добрая карта, когда те перемены, которые происходят в нашей жизни, даже если они нас заставили врасплох, они для нас будут тоже служить каким-то прогрессом. Не отказаться от какой-то возможности, быстро принять решение. По колесу фортуны мы получаем либо известие, либо новость, либо оказия какая-то у нас происходит, да, жизненная ситуация, когда в моменте здесь и сейчас придется быстро оценить, положив на одну чашу весов предложенное, например, да, или какая-то тема, или то, что вы узнали, или возможности, и ту реальность на другую чашу весов, что я сейчас могу осуществить. Потому что часто по колесу фортуны у нас не будет времени много на раздумья, на какие-то анализы или на, может быть, как сравнение с прошлой ситуацией, но вам и не захочется. Давайте мы проясним, но это старший аркан, это правда события извне влияет на вашу жизнь. И у каждого здесь по-своему. Что же нам расскажут карты дальше, чем дело кончится? Вы знаете, может ускориться какая-то ситуация, которая была прежде на паузе. Или сам по себе период, мы об этом говорили еще до карт, он может напоминать вот такие эмоциональные качели или словно вверх-вниз, вот энергетика месяца, даже по нашей активности, она может словно ускоряться за счет обстоятельств вокруг или каких-то ситуаций, а где-то нам придется и подождать. Дело успокаивается тем, что вы правда с чем-то определитесь. И если мы говорили, рыцарь Пентакли едет медленно, но за то, все то, что он делает, планирует, это на года, на десятилетия. Это то, что надежно. И у вас-то дело заканчивается тем, что вы видите свою дальнейшую траекторию возможностей. Все же дерево – это один из символов надежности, уверенности. Дерево уходит корнями вглубь, когда мы прочно стоим, ну, на ногах, занимаем прочную какую-то позицию, и здесь словно пространство Вселенной дает такие возможности. Но если есть какие-то паузы, значит, или задержки, нужно принять это мудро. Мы, скорее всего, не сможем в течение марта ускорить, убыстрить что-либо. Давайте чем сердце успокоится. Тут как бы дело не заканчивается, тут все продолжается. Ну, шикарно.
Правда, тут какое-то продолжение следует, кто знает изменения в вашей личной жизни. У кого-то это может быть связано либо с новым знакомством, либо те отношения, которые уже состоялись, они могут получить новое развитие. Причем такое развитие, которое будет где-то в перспективе говорить о смене статуса. Десятка кубков, карта, по сути, счастья, благополучия, получение ну или осуществление того, что мы намеревались, хотели получить. Это карта радости и новых возможностей, мои дорогие, чем сердце успокаивается. Ну, правда, счастливый период марта месяца, по крайней мере, по одному событию это точно вас ожидает. Давайте карту совет. Может быть, что для этого нужно. Правда, какая-то личная история. Часто по королю кубков проходят наши партнеры, партнеры по браку или те люди, с которыми вы, может быть, проживаете. Может быть, кто знает, нам карта, если мы говорим как про совет, то придется переключаться между вопросами ваших взаимоотношений в личной жизни, вашими близкими, может быть, вопросами, связанными с вашими родственниками и материализмом. Вопросы, где, каким образом зарабатываю деньги, или сколько этих денег, как я могу больше заработать, каким образом вы будете эти вопросы ставить себе не раз. Но карта, если как совет, приглашает нас именно от материализма оттолкнуться от того, что есть по факту. Для вас будет важно в течение марта выстроить свою, знаете, как фундамент, как то место надежности, безопасности, иными словами, прочные тылы. И как раз по королю кубков нам и дают такой совет. Видимо, не то, что эфемерно или обещается, а то, что в реальной жизни мы имеем, чтобы не было потом разочарований. Где-то не замечтаться и принять с учетом колеса фортуны правильное решение. Не говорит эта карта, что у нас будет много времени на раздумье. Значит, быстро проанализировать и быть реалистом вам придется. Третье событие – любовь, мои дорогие. У кого-то определится на самом деле личная жизнь. По этой карте это не та любовь, которая страсть. Это та любовь, которая искренность, которая говорит нам о том, что люди понимают друг друга без слов. Вот какая-то дуальность у вас со знаком плюс через ваши чувства, через отношения с близкими людьми, гармония. Вот, наверное, все то, что олицетворяет десятка кубков, благополучие, приходит в течение марта на ваш порог, в вашу жизнь. С чем-то действительно вы определяетесь. Давайте мы развернем, раскроем эту карту. Чем дело кончится? Новые возможности. Вы знаете, как будто, мои дорогие львы и львицы, перемены для вас совершенно неизбежны. И где-то они затронут личную жизнь. А может быть, это как вы с парой, или, может быть, вы один или одна, как к партнеру куда-то переезжаете. Перемещение все-таки по карте колесница предусмотрены, какая-то поездка. И, может быть, вы будете, если вы со своим человеком на расстоянии, вы здесь можете думать или проигрывать какие-то варианты, чтобы быстрее съехаться. Все же карта еще нам говорит о том, что вы, мои дорогие, оставите прошлое в прошлом, правда? Здоровое равнодушие вам открывает новые возможности, когда прежняя ситуация, не цепляет ни разу. Как будто нет уже даже желания застрять в каком-то, может быть, болоте недоразумений или бесконечных выяснений отношений, или попросту в тех отношениях, которые не имеют возможности к продолжению. У кого-то и так. И посмотрите, само пространство, правда, в очередной раз повторяюсь, потому что две карты перемен, как и колесо фортуны, так и сама по себе колесница. Колесо вашей истории словно приходит в движение. Не упустите это время. Тут к десятке кубков правильно определиться, не думать, что у меня есть пространство для маневра на долгий период времени, быть честным с самим собой. Может быть, для кого-то из вас уточнить какие-либо вопросы, которые связаны с юридическими оформлениями, как будто нужно знать правду. Или для кого-то вопросы, связанные с детьми. Карта перевернулась. Но я хочу достать еще один аркан, чем сердце успокоится. Хотя по двойке кубков сердце спокойно.
И вы спокойны. Наверное, самая ключевая карта – это тройка мечей, когда действительно нас уже не цепляет что-то. Уже все отболело, отгорело, не имеет смысла. И в этом мы сильнее. Итак, чем же сердце успокоится? Шикарно. У кого-то смена статуса, мои дорогие. Посмотрите, сколько у вас старших арканов, причем достаточно серьезных, о переменах в вашей жизни. Какой-то, может быть, важный человек в вашей жизни. Или по карте император, это может быть, чем сердце успокаивается. Вы совершите подписание или оформление важных, опять же, документов, согласований с чиновниками, с представителями власти, сможете закрыть какую-то свою либо вопрос, историю, то, чем вы занимались длительное время. Для кого-то из вас это сам человек, может быть, такой, у которого много возможностей, хотя это еще и все же по энергетике ваша карта, и в первую очередь смена статуса все же нам говорит. Я просто могу предположить, для кого-то из вас, мои дорогие львы и львицы, это произойдет через личную жизнь, все-таки двойка кубков. Но здесь у каждого по-своему, но самое главное, вы останетесь довольны. Карта совет. Правда. Вы останетесь довольны. И карта призывает к радости. Карта вдохновения, как совет, радуйся этому моменту. Научись, может быть, не забегая далеко вперед, радоваться отношениям или тому, что у тебя в данный момент что-то получилось сделать. Сумей себя самого похвалить, сделать себе какой-то, может быть, маленький презент или себя чем-то порадовать. Или отправляйтесь в путешествие, если вас туда приглашают. Есть какая-то история в вашей жизни, мои дорогие львы и львицы, с новым вдохновением. Это то состояние души, когда ты понимаешь, что весна на пороге. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.